Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю связать вам вот такого красивого котика в шапочке и с такой сумочкой. Вот как котик смотрится с шапочкой. Шапочку можно снять. Вот такая. С такими красивыми завязками, косичками. И котенок. Сумочку тоже можно при желании вот так снять. Все снимается. Все назад одевается. Вот так выглядит котенок без аксессуаров. Игрушка небольшая, по сантиметрам вместе с ушками, вот до 12 сантиметров. Вязать ее легко. Здесь нет пришивных деталей. Вывязываем ручки, вяжем ножки, туловище, хвостик. Вывязываем голову, одна деталь, и по готовой детали вывязываем ушки. По такой схеме мы уже с вами вязали вот такого зайчика, вот такую фею и такую куколку. Ссылки на эти игрушки я оставлю на видео и под видео. Переходите, вяжите, если вам понравились такие игрушки. А сегодня мы с вами свяжем вот такую красоту. Котеночка в шапке и с сумочкой. Для котенка я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. Крючок возьму 4 миллиметра. И для шапочки и сумочки вот использую пряжу джинс. И в 50 граммах 160 метров. Вязать крючком буду 2 миллиметра. Схемы по вывязыванию зайчика и котика практически одинаковые. И то, что одинаково у зайчика и у котенка, я буду вставлять из мастер-класса зайки, вот как вязала, в мастер-класс котенка. Свяжем ручки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков и по 6 столбиков вяжем с 1 по 4 ряд. Вот провязали по 6 столбиков 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Ручку не наполняем, складываем пополам и за обе стенки провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Ниточку отрезаем, так как ручки будем ввязывать. И вот получаются такие ручки. Начинаем вязать ножки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков без накида. Переходим на третий ряд. 1 столбик и прибавка.
Повторяем 3 раза и в конце третьего ряда 9 столбиков. И вот у одной ножки мы не отрезаем нить, у второй отрезаем. В четвертом ряду соединяем эти ножки и будем вязать туловище. По первой ножке я одену так маркер, чтобы был для вас ориентир. Провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на вторую ножку, чтобы не было дырочек. Из того столбика, из которого вывязывали столбик, сделали вот такой накид и переходим на вторую ножку. И провязываем эти 3 петельки вместе. Это первый столбик по второй ножке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В четвертом ряду 18 столбиков. Пятый ряд, прибавка, восемь столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз повторяем: прибавка и 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце пятого ряда 20 столбиков. Шестой ряд. Провязываем столбик без накида и вывязываем хвостик. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую воздушную петлю от крючка можно провязывать столбики вот без накида или соединительные столбики, как вам больше нравится. 1, 2, я вяжу столбики без накида. 3, 4, 5, 6 и 7. Соединительный столбик в тот столбик, из которого вывязывали хвостик. Вот получился такой хвостик. И далее продолжаем вязать 19 столбиков без накида. В шестом ряду без изменения 20 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем 20 столбиков. Довязываем до конца ряда. Восьмой ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. И 4 столбика. 1, 2, 3, 4. По бокам сделали убавки и в восьмом ряду 18 столбиков. В девятом ряду ввязываем ручки.
4 столбика, 1, 2, 3, 4. Берем первую ручку и ввязываем вместе с ручкой 3 столбика. 1, 2 и 3. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку. 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. До конца ряда довязываем 2 столбика. В конце 9 ряда 18 столбиков. Наполнили тело игрушки наполнителем. И 10 ряд 1 столбик. Далее убавка. Повторяем так 6 раз, и в конце 10 ряда 12 столбиков. Будем вывязывать голову. 11 ряд, 12 прибавок подряд. И в конце 11 ряда будет 24 столбика. 12 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 6 раз, в конце 12 ряда 30 столбиков. По 30 столбиков провязали 13, 14 и 15 ряды. 16 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 16 ряда 24 столбика. 17 ряд, 24 столбика. Глазки 12 миллиметров я вставила в 16 ряду. 18 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 18 ряда 18 столбиков. И берем наполнитель, наполняем наполнителем. 19 ряд, 1 столбик, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 19 ряда 12 столбиков. Последний 20 ряд, это 6 убавлений подряд. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Доходим до того места, с которого начинали, затягиваем, вкалываем в середину, выводим сбоку эту ниточку. Вот получилась такая основа для котика. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Внизу головы вставляем вот иголку, прокалываем, выводим в уголочек глазика. Переходим на второй уголочек этого же глазика и выводим внизу через один столбик.
от ниточки, которую оставили. Точно так же проделываем со вторым глазом. Вот сделали так на 2 глаза, и теперь будем подтягивать ниточки и завязываем сразу на один узелок, один глазик, переходим на второй, смотрим, чтобы утяжка была одинаковая, и завязываем по второму узелку. Прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Теперь будем вывязывать ушки 3 булавками. Я отметила 3 столбика вот в виде треугольника, что будем на этих столбиках вывязывать ушки. Присоединяем пряжу, делаем соединительный столбик. Из этой же петельки вывязываю столбик без накида и полустолбик с накидом. Там, где вторая булавка, поднимаюсь немного выше, провязываю столбик с накидом, теперь столбик сделаю с 2 накидами из этой же петельки, для того чтобы были ушки немножко повыше. И столбик с 1 накидом из этой же петельки. Теперь перехожу там, где 3-я булавка. Это опускаемся как на 1 ряд ниже. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. И сюда же делаем соединительную вот так петлю. Ниточку вот эту вот отрезаем. Так, протягиваем ее. Вот. Ниточки эти прячем, и получается вот такое красивое ушко. Второе вяжем точно так же. И вот так котик смотрится с ушками. Также пряжей джинс Ярнард я вышила реснички, усики и приклеила носик. Свяжем сумочку для котика. Я оставляю небольшой хвостик для сшивания и набираю цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля для подъема, разворачиваю вязание и вяжу по 6 столбиков поворотными рядами. Вот получился такой прямоугольник. У меня здесь 9 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь вот складываю пополам. Делаем здесь соединительную петлю за обе стороны.
И набираем цепочку из воздушных петель. Это будет ручка. И вот так связали ручку. И теперь примеряйте до своего котика, до своей игрушки, вот какой длины должен быть этот ремешок. И потом присоединяете тоже за обе стенки вот сумочки. Делаете соединительный столбик. Ниточку отрезаете. Получается такая сумочка. И эти две стороны вот сумочки сшиваете этими ниточками. Вот получилась такая сумочка. Обе стороны я уже сшила. И вот так она открывается. Свяжем шапочку. Делаем кольцо амигуруми. И набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в это кольцо ввязываем еще 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот всего у нас в кольце получилось 9 столбиков вместе с воздушными петлями для подъема. Теперь колечко затягиваем. Переходим на второй ряд. 3 воздушные петли для подъема. Это как один столбик с накидом. И из этого столбика вывязываем еще один столбик с накидом. И теперь из каждого столбика в предыдущем ряду вывязываем по прибавке. Всего будет 9 прибавок, и в конце второго ряда 18 столбиков. Во втором ряду в конце ряда делаем соединительную петлю в столбик из воздушных петель. Третий ряд, 3 воздушные петли для подъема. Это как один столбик с накидом. Теперь в следующий столбик прибавка. И так повторяем 9 раз. Один столбик и прибавка. В конце третьего ряда 27 столбиков. В конце третьего ряда снова соединительная петля, столбик из воздушных петель. Четвертый ряд, 3 воздушные петли для подъема, 2 столбика. Вот получается из воздушных петель это один столбик с накидом, второй столбик с накидом и прибавка. И так повторяем 9 раз. Еще раз показываю. 2 столбика с накидом, 1, 2, прибавка. В конце четвертого ряда получится 36 столбиков. В конце четвертого ряда снова соединительная петля. Пятый ряд, 3 воздушные петли для подъема. Это как один столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом и прибавка.
Повторяем так 9 раз. В конце 5-го ряда 45 столбиков. И теперь вот берите свою игрушку и примеряйте. Смотрите, нужно ли вам еще провязывать один ряд или нет. Вот нижняя часть должна вот быть вот так, здесь вот внизу, там где заканчивается голова, а верхние вот эти вот должны доходить до ушек. И смотрите, нужно ли вам еще провязывать один ряд или нет. У меня вот получается, если я прикладываю к ушкам, то недостаточно в нижней части, потому я еще провяжу один ряд. 6-й ряд, 3 воздушные петли для подъема, это один столбик с накидом. Теперь вот 2-й, 3-й и 4-й и прибавка. Повторяем 9 раз и в конце получается 54 столбика. Вяжем 7-й ряд и в 7-м ряду будем вывязывать дырочки для ушек. 3 воздушных петли для подъема, это как один столбик с накидом, и еще провязываем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И всего здесь получается 10 столбиков с накидом. Еще раз пересчитаю, чтобы не запутаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь делаем дырочку для ушка. Я провязываю 7 воздушных петель, но я их не затягиваю, а провязываю свободно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отступаем 7 столбиков с накидом в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 провязываем столбик с накидом. Вы берете свою игрушку и примеряете, подходит ли ей 7 воздушных петель или нет. Возможно, нужно больше или меньше. Смотрите уже по своей игрушке. И теперь между ушками тоже провязываю 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова набираем 7 воздушных петель. Но тоже вы можете взять свою игрушку, примерить и посмотреть, подходит ли вам эти 10 столбиков или нужно больше или меньше провязать. И повторяем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отступаем 7 столбиков в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 столбик провязываем столбик с накидом. Тоже вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Это мы довязали 7 ряд. Вот одеваю, чтобы было понятно. Здесь на ушки поправляем. Эту нижнюю часть мы уже не провязываем. Будем вязать вот в этой области. 8 ряд. 3 воздушных петли для подъема. Развернули вязание и вяжем столбики с накидом. Когда довязываем до воздушных петель, там можно два варианта провязывать: или под арочку из воздушных петель, вот так провязываете 7 воздушных петель, или так, конечно, будет аккуратнее, сейчас покажу, в каждую вот воздушную петлю. И вот так довязываем до конца ряда. Довязали до конца вот ряда, 3 воздушных петли для подъема и разворачиваем вязание. И теперь вяжем резинкой. Сделали накид на крючок. Вот с лицевой стороны заводим крючок под столбик с накидом и провязываем рельефный лицевой выпуклый столбик с накидом. Снова сделали накид, вводим крючок с изнаночной стороны и провязываем рельефный изогнутый столбик с накидом. Снова сделали накид, провязываем лицевой рельефный столбик, сделали накид и с изнаночной стороны. И так чередуем до конца ряда. И в конце последний столбик провязываю просто вот столбик с накидом. Здесь нить отрезаю немного подлиннее, так как ее тоже будем ввязывать в завязке. Этот хвостик можно отрезать. Вот я уже примеряла, сейчас покажу на камеру, что мне достаточно одного ряда провязать резинкой. Шапочка ложится красиво. Теперь будем делать завязки. Для завязок я вот нарезала ниточки 20 сантиметров. Складываю их так вот пополам. Беру шапочку. Между столбиками вот вывожу ниточки, делаю петельку и протягиваю в эту петельку ниточки.
Так. Теперь беру и этот хвостик, который у нас остался, и распределяем ниточки. И вот просто заплетаем косичку. Заплетаем косичку и внизу завязываем ниточкой в эту косичку. И вот получились такие завязки. Котик готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!